Всем привет, меня зовут Элис и добро пожаловать на мой канал. В одном из недавних разговорных видео я поделилась с вами своими неуверенностями в себе в моделинге, своими комплексами, какими-то загонами в голове, и я получила от вас просто невероятный фидбэк, чему я очень благодарна. Кто-то из вас даже сказал, что это видео ему помогло, поэтому я решила записать для вас, ребята, еще одно разговорное видео, и сегодня я хотела бы поговорить о том, что беспокоит меня уже очень много лет. И если честно, то до недавнего времени я даже не знала, что мои загоны — это настоящее психологическое явление, которым страдают около 70% людей на этой планете. Ближе к делу. Я сейчас задам тебе вопрос, а ты постарайся ответить максимально честно для самого себя. Первое. Ты когда-нибудь чувствовал, что не заслуживаешь то, что ты имеешь? Как будто ты недостаточно хорош для места, где ты живешь, для людей, которые тебя окружают, для отношений, для друзей, для того, чего ты добился, ты как будто этого не заслуживаешь. Второе. Когда тобой восхищаются, ты отвечаешь и действительно имеешь это в виду, что тебе просто повезло. Как будто, если бы не удача, ты никогда бы в жизни не добился того, чего ты добился, и не был бы там, где ты есть. Это лишь только заслуга удачи. Третье. Есть ли у тебя страх разоблачения? Как будто совсем скоро все поймут, кто ты на самом деле такой, и у тебя отнимут то, что у тебя сейчас есть, или ты лишишься того, чего ты достиг. И я понимаю, что какие-то из этих вопросов могут звучать немного нелепо и глупо, и неловко, но если ты честно ответил хоть на один из этих вопросов положительно, то добро пожаловать в клуб. Всем привет, меня зовут Элис, и у меня синдром самозванца. Если верить Гуглу, то синдром самозванца — это явление, при котором человек не верит в собственные силы и приписывает свои достижения совпадениям и удаче. У него появляется чувство некомпетентности. Интересный факт, что когда это явление только стали изучать в 1978 году, считалось, что им страдают лишь успешные женщины. Так, я ни на что не намекаю. Но в наши дни этим явлением страдают около 70% населения Земли, и женщин, и мужчин. Итак, синдром самозванца. Синдром самозванца. Синдром самозванца. Синдроме самозванца. Поняла, что синдром самозванца. Почему я вообще записываю это видео? Потому что, когда я узнала название того, что мучает меня в моей голове, вообще ничего не поменялось в моей жизни. Но мне почему-то стало легче. Так вот, если вдруг ты переживаешь какие-то похожие эмоции, цель этого видео — рассказать тебе, что такое синдром самозванца, из-за чего он может появиться, и самое главное, как с ним бороться. Для начала хочу заметить, что синдром самозванца не является психологическим заболеванием. То есть, ребята, можно выдохнуть, мы не психи. Но, несмотря на это явление очень подробно изучалось психологами, из чего было выявлено, что это не является чертой характера, это лишь реакция нашего мозга на внешние раздражители, что тоже хорошая новость, потому что это значит, что это можно изменить. Давайте разберем причины, почему это может появиться. Причина номер один – семья. Например, когда ребенок выбирает занятие, которым никто до него в его семье не занимался. И поэтому почему-то то, чего он добивается в этой сфере, как-то недооценивается. Его успехи не кажутся чем-то большим. И из-за этого у него пропадает интерес заниматься делом, которым ему нравится. И он обесценивает дело, которым он занимается. Вот, например, у меня был знакомый, который с детства занимался музыкой, прям с ранних лет. И в классах 10-11 он понял, что хочет связать с этим свою жизнь профессионально. Но у него был такой супер олдскульный советского воспитания батя, который поставил ему жесткий ультиматум. Либо ты поступаешь в мед, либо ты валишь из моего дома. Довольно жестко. В итоге мой друг поступает в универ, который ему выбрал батя, учится там 2 года, ненавидит этот универ, вылетает из универа, переезжает от бати и начинает заниматься тем, чем он хочет. Сейчас happy end, ребята, он в Москве, продюсер и живет свою лучшую жизнь, очень доволен, потому что занимается делом, которое он любит. Я не знаю, есть ли у моего друга синдром самозванца, но если есть, то причина могла бы быть в этом. Вторая причина. И снова семья. В этот раз установки, которые тебе вкладывают, когда ты растешь. Например, что добиться чего-либо в этой жизни можно только и только при условии, если ты будешь хорошо учиться в школе, только если ты будешь приносить десятки,
я из Беларуси, пятерки, если вы из России, из школы. Только при этих условиях. Или что добиться вообще чего-либо в этой жизни можно только и только приложив просто невероятное нечеловеческое количество усилий. И таким образом у тебя, как у ребенка, может сложиться неправильное представление, что такое успех и кто его заслуживает. Третья причина, и это одна из моих причин. Не совсем, но есть некоторые совпадения. В общем, давайте я сначала зачитаю вам статью из Википедии. Итак, родители по-разному оценивают своих детей, вешая на них ярлыки. Например, они могут считать одного ребенка более умным, чем другого, и не менять свои представления о детях, что бы те ни делали впоследствии. В конце концов, это может привести к тому, что тот ребенок, которого считали менее умным, не будет ощущать себя умным, даже если будет получать более высокие оценки или добьется более значительных успехов, чем умный ребенок. Как я уже сказала до этого, это не совсем моя история, просто она немножко напомнила мне мою историю, потому что в детстве меня и мою сестру старшую называли одна красивая, а другая умная. Я была маленькая симпатяшкой, а моя сестра была юным вундеркиндом. Сразу хочу сказать, что у меня и моей сестры 7 лет разницы, она на 7 лет меня старше, и мы учились в одной и той же школе. Вот только она была отличницей, и она получала всевозможные награды, грамоты, олимпиад. Она была любимицей учителей, она закончила эту школу золотой медалью, а потом пришла я в эту же самую школу, и я была довольно глупым ребенком. Расскажи, у тебя сестричка маленькая или большая? Большая старшая, ходит в школу. Просто чтобы вы понимали, такой яркий пример из 1 класса. Моя мама помогает мне делать домашнее задание по математике, мы решаем супер примитивные примеры, и 8 из 10 неправильных. И вот последний пример был 9 плюс 1. И я отвечаю 6. И мама такая: ну мы же прибавили, должно было стать больше. Но мой окончательный ответ был 6, что было достаточно грустно. Но в 5 классе у меня появились амбиции, дух конкуренции, какие-то желания и цели, поэтому я стала учиться лучше. И в старшей школе я помню, что моя классная руководительница даже сделала рейтинг учеников по среднему баллу, и я была в тройке лучших. Но не лучшей, никогда не номером 1, в отличие от моей сестры и ее золотой медали. И что вы думаете, сейчас что-то поменялось? Давайте посмотрим. После школки мы обе поступаем в универ на бюджет, типа на престижную специальность по меркам белорусского образования. Но моя сестра заканчивает универ успешно, получает руководящую должность в банке и зарабатывает много денег. Что делаю я? Впадаю в депрессию, толстею, начинаю курить и бросаю универ на последнем курсе прямо перед сдачей диплома. Звучит вот прямо херово, согласитесь. И те, кто знает полную историю, сейчас могут сказать: йоу, ты же похудела, ты же поборола депрессию, и универ ты бросила ради моделинга, который сейчас дает тебе достаточно денег, чтобы путешествовать по миру и заниматься ютубом. Да, но в этом и прикол синдрома самозванца. Если кто-то еще не въехал, неважно, чего я добьюсь в этой жизни, или сколько людей будут говорить мне: вау, ты живешь свою лучшую жизнь, или вау, ты такая крутая, я никогда не буду номером 1 для самой себя. Честно вам скажу, у меня реально есть ощущение, что весь этот прикол с моделингом, YouTube-каналом, путешествиями по миру, вообще всего скоро прекратится. Что скоро весь мир вообще поймет, кто я на самом деле такая, и у меня это все отнимут. Мы не психи. Ну вот реально до смешного. Мне даже иногда кажется, что в какой-то момент Тим поймет, кто я есть. Я не знаю, что он такого поймет, но он вдруг поймет, кто я есть, и такой: ебать. Вот прямо даже по-русски, понимаете? Всем привет! Хотя он знает меня как облупленную, вот если честно, я не знаю, кто знает меня лучше, чем Тим. Ну, короче, давайте приступим к причине номер 4, которая по совместительству тоже моя причина, но тоже не совсем. И которая находится на противоположной стороне от причин, которые я называла до этого. В этот раз это чрезмерная любовь родителей. Я ни в коем случае не хочу сказать, типа: о боже мой, я такая несчастная, мои родители любили меня слишком сильно, жизнь отстой. Нет, вообще нет. Я супер люблю своих родителей и безумно благодарна им за все то, что они мне дали. В общем, давайте я просто сначала прочитаю еще раз статью из Википедии, а потом мы об этом поговорим. Итак, родители идеализируют своего ребенка. В дальнейшем, когда ребенок вырастает и сталкивается с трудностями, он начинает сомневаться в правоте своих родителей, а также скрывает, что ему трудно, поскольку не хочет рушить идеализированное представление родителей о себе. В итоге это приводит к тому, что человек считает себя посредственностью. Я, наверное, вам рассказывала, ребята, что моя мама с детства меня считала самой красивой девочкой на планете. Но помимо этого, она также считала, что у меня есть талант ко всему, что бы я ни делала. Будь то рисование, бальные танцы, фотография,
стрельба из огнестрельного оружия, и такое в моей жизни было, вождение, журналистика, съемка видео, верстание журналов, сейчас моделинг и съемка видео и YouTube канал. Знаете такую штуку, как daydreaming, когда ты представляешь наилучшие варианты развития своей жизни? Так вот, я и моя мама занимались этой штукой очень и очень много, и за свои 22 года я побывала всемирно известным дизайнером, я побывала чемпионкой мира по бальным танцам, всемирно известным популярным фэшн-фотографом или просто фотографом, мы не уточняли, известным журналистом, телеведущим на телеканале или владелец и редактором успешного всемирно известного журнала, а также, конечно же, сейчас супермоделью и блогером с миллионом подписчиков. Но прикол в том, что я этим никогда не была. На самом деле на бальных танцах я всегда занимала вторые места. Глядя на свои детские рисунки, я максимум могу назвать их сейчас милыми. Мои фотографии... Вот здесь, кстати, интересно, я оставлю вам ссылку в описании на мой старый инстаграм, когда я делала фотографии на пленочную камеру. Напишите свое мнение, что вы считаете, есть ли у меня талант к фотографии. Нравятся ли вам мои снимки? А по поводу журналистики, я действительно в это верила, я действительно думала, что я могу стать хорошим журналистом, поэтому я работала в газете «Переходный возраст» с 16 лет, поэтому я отдала столько сил, чтобы поступить на бюджет на журфак, поэтому я пошла работать на телеке, проработала там год или даже больше. И кем я там только не работала. Я работала там сценаристом, проект-менеджером, девочкой на побегушках, реквизитором. Купила себе супер необходимую вещь — мозги. Ну, короче, я даже поработала там ведущей один раз такое было, но только один раз, наверное, потому что я была недостаточно талантлива или недостаточно пробивная, кто сейчас мне скажет. В любом случае, я как будто не оправдывала вот эти вот невероятные ожидания своей мамы и вот эту веру в себя, в том, что я могу чего-то добиться такого большого, как мы об этом мечтали. И даже несмотря на то, что моя мама никогда на меня не давила и не говорила, что я чего-то должна, моя мама, кстати, научила меня важной вещи, ребята, передаю вам ее мудрость. Занимайтесь чем-то, чем вам нравится, и даже если вам нравится быть электриком, там ничего плохого нету, потому что если вам действительно нравится этим заниматься, вы можете стать лучшим электриком на планете и потом зарабатывать кучу бабла, потому что вы прям в этой теме, вы прям шарите, вы можете выдвинуть это на новый уровень просто потому, что вам нравится этим заниматься. Поэтому секрет счастливой жизни — заниматься любимым делом, и как только тебе прекращает это нравиться, бросать это, потому что смысл жизни в том, чтобы от нее кайфовать. Я не уверена, что я правильно передала весь мамин месседж. Мам, напиши в комментариях, если я где-то не права, но мне кажется, суть вы уловили. И несмотря на вот эту вот психологию, я все равно чувствовала, что, блин, я недостаточно хороша, потому что я не добиваюсь тех высот, о которых мы говорим. И опять же, с моделингом то же самое. Моя мама всегда говорила мне, что я супер красивая. И что мы сейчас видим? То, что мы видим, можете посмотреть здесь, вот в этом видео. А там прям целое видео о том, что мы сейчас видим в моделинге. Так вот, я ни в коем случае не хочу винить своих родителей. И единственная причина, почему сейчас у меня есть эти тараканы, только потому что я открыла им дверь в своей голове и сказала: ребята, задвигайте. И сейчас это на 100% моя ответственность от них избавиться. На самом деле, причин, почему может возникнуть синдром самозванца, очень и очень много, и больше, чем те, которые я перечислила. Но я перечислила те 4, которые наиболее близки ко мне или которые я видела у других людей. И я поделилась тут своей историей не для того, чтобы вы меня пожалели или написали в комментариях, какая я классная, потому что я и так это знаю, по-моему. Прозвучало макси неправдоподобно после всей этой истории, ну да ладно. В общем, целью моего видео было рассказать о том, что такое синдром самозванца на случай, если вдруг ты испытываешь какие-то подобные ощущения. И сказать тебе, что ты не один. Как минимум, я с тобой. Привет, бро. Если тебе от этого не холодно, не жарко, то в нашей катке еще Мишель Обама, а еще писатель Нил Гейман и актриса Эмма Уотсон. А еще Альберт Эйнштейн. Ну так, на всякий случай. Так вот, давайте же разбираться, что наши веселые компании друзей с этим делать. Первое. Начните принимать комплименты, положительную критику и похвалу. Просто кем вы себя, возомнили, чтобы решить, что ваше мнение важнее, чем мнение окружающих? Например, если вам все говорят, или многие говорят, что вы классно рисуете, а вы такой: не, мне кажется, что я рисую вообще отстойно, не хочу этим больше никогда заниматься, я ничтожество в этой жизни. С чего ты решил, что ты можешь это решать, если столько людей тебе говорят, что у тебя есть к этому талант? Я не могу отрицать, что я этим не грешу, и на самом деле количество раз, сколько я хотела бросить свой YouTube-канал, потому что у меня нет к этому таланта. Вообще, я не журналист, и я хочу исчезнуть из этой жизни. Было очень много таких раз, но близкие люди и вы, дорогие подписчики, научили меня со временем воспринимать положительную критику. И кто я такая, чтобы сопротивляться вам и говорить, что вы все неправы, а я права?
Я ужасный ютубер, понятно? И не надо мне писать, что вам нравятся мои видео, потому что они отстой. Вы не правы, а я права. Ну, понимаете, да? Это немного нелепо. Я даже не про YouTube сейчас говорю, а про вообще что угодно. Если тебе говорят, что нравится твой голос, как ты поешь, или как ты ходишь, как ты думаешь, как ты говоришь, что угодно, любая вообще твоя работа, или что у тебя есть талант к дизайну. Если тебе люди об этом говорят, кто ты такой, чтобы говорить, что они не правы? И в этом пункте я еще раз хотела бы сказать вам, ребята, спасибо за то, что вы меня поддерживаете и толкаете меня заниматься каналом, развиваться и становиться лучше. Кстати говоря, это второй пункт. Развиваться, становиться лучше, заниматься спортом. Когда вы занимаетесь саморазвитием, вы просто не можете отрицать результат, вы не можете отрицать прогресс и того, что вы его заслуживаете, потому что если мы говорим про физические упражнения, то, это реальная работа, которую вы ощущаете, и потом вы просто по-любому увидите хоть какой-то результат. Минимальные мышцы, то есть это в любом случае доказательство того, что прогресс он есть. К тому же, когда вы занимаетесь чем-либо, не обязательно спортом, как я уже сказала, саморазвитием, например, прокачиваете какой-то новый скилл, например, игра на фортепиано. Это также проявление любви к себе, что тоже очень важно в данном случае. Потому что вы уделяете время себе и то, чем вы всегда хотели заниматься. Для меня, например, это йога. Когда я делаю йогу, я чувствую, что таким образом я проявляю к себе любовь, потому что я получаю удовольствие от этого процесса. И я выделила время из всего дня и сказала: все пошли нахер, вообще все дела, я ничего не буду делать, пока я не уделю время себе и не займусь тем, чем я хочу. Третье. Помни, что синдром самозванца наиболее сильно проявляется, когда ты выходишь из зоны комфорта. Это не мои слова, я вычитала это в одной из литератур, которых я прочитала для того, чтобы сделать это видео. Так вот, просто держи это в голове каждый раз, когда ты чувствуешь, что ты выходишь из зоны комфорта и тебе некомфортно, потому что ты вышел из зоны комфорта. Сколько раз слово комфорт я повторила в этом некомфортном случае. Так вот, это хороший знак. Ты идешь вперед, ты развиваешься и не останавливайся. Четвертое. Ограничь себя в социальных сетях. Мне лично очень сильно это помогло, потому что мы, люди, которые очень склонны к самокритике, обожаем сравнивать себя с другими. Выходишь в Инстаграм, видишь, что ты живешь недостаточно интересную жизнь, недостаточно красивую жизнь, ты недостаточно умный, недостаточно активный, недостаточно здоровый, любимый, ешь хуже еду, живешь в худшем месте. Просто начинаешь сравнивать каждый аспект своей жизни и видеть одни минусы в своей жизни. Это супер херовое занятие. И я не говорю, что как вы вообще можете этим заниматься, потому что я тоже этим занимаюсь. И месяц без Инстаграма мне очень помог. У меня были сети и связь с людьми, окружающим миром. Я не жила в пещере. Просто избавиться на месяц от Инстаграма — это был настоящий детокс моего мозга, самокритичности и самооценки. Пятое. Попробуй себе посочувствовать. У самокритичности есть отличный антидот, который очень тяжело произнести. Он называется... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Самосострадание. Так вот, самосострадание — это та штука, когда у твоего друга, близкого или человека, который ты любишь, случается что-то плохое, какая-то неудача, ты ему сочувствуешь, потому что ты видел, сколько усилий он приложил, и ты не осуждаешь его. Ты просто рядом, пытаешься его поддержать. Так вот, когда у тебя случается какая-то неудача, представь, что на твоем месте твой лучший друг, и просто попробуй себя поддержать и не осуждать. Там уже сейчас будет фраза про член, которая не очень вписывается в настроение этого видео, но зато описывает прекрасно, что я имею в виду. Так вот, в чужих руках всегда толще. А именно, когда кто-то со стороны добивается чего-то, тебе прям кажется, что это круто, и ты оцениваешь это как: вау, он молодец, потому что ты видишь это со стороны. Но когда почему-то добиваешься чего-то ты недооцениваешь то, чего ты добился. Просто представь, что то, чего ты добился или достиг, как будто это произошло не с тобой, а с кем-то другим. Как бы ты на это посмотрел, если бы это случилось с кем-то другим? Сказал бы ты: вау, он молодец, вот это да, чувак просто. Шестой и очень интересный, по моему мнению, совет. Представь, что ты признаешься этому человеку, которому, по твоему мнению, ты обманываешь, что ты его обманываешь. Сейчас я попробую объяснить на примере. Это как если бы я сейчас вам, ребята, сказала: все. Ребята, я самозванка, отписывайтесь от моего канала, мой канал отстой, моя жизнь самая обыкновенная, я на самом деле довольно глупая, не знаю многих простых вещей, и еще я иногда очень громко пукаю. Я не знаю, как это должно заставить вас отписаться от моего канала, но суть в том, чтобы признаться вообще во всех своих грехах, которые, по вашему мнению, должны людей
оттолкнуть от вас, чтобы они такие, что? Но правда в том, что вот сейчас, когда я сказала об этом вслух, это звучит супер нелепо. И я прям не сомневаюсь, что очень многие популярные блогеры на YouTube не такие уже не умные, и жизнь у них не самая интересная, и они тоже иногда громко пукают, согласитесь, я уверена. И это не мешает им иметь миллионы подписчиков. Так что чего это вдруг это должно помешать мне? Правильно? Правильно. Не отписывайтесь от моего канала, это была шутка-пошутилка. Но я надеюсь, вы уловили суть, когда вы представляете то, что вы признаете в своих грехах. Кому-то иногда эти грехи могут прозвучать довольно нелепо, и вы поймете, как на самом деле глупо то, что проигрывается у вас снова и снова в голове. Это были все мои советы на сегодня. Я правда надеюсь, что кому-то из вас это видео было полезным, даже если у вас нет синдрома самозванца. И если вы вдруг почувствовали, что у вас он, возможно, есть, я оставлю вам ссылку в описании на тест Полины Кланс, где она перечисляет несколько утверждений, и вы должны ответить, как часто вы это испытываете. И ответы в промежутке от никогда до всегда. Сразу предупреждаю, не пугайтесь, если вы наберете много баллов, чтобы вы понимали, я набрала 76 из возможных 80 баллов. Поэтому, ребята, если что, всем привет, я в вашей катке. Кстати, напишите в комментариях, если вы решите пройти этот тест, сколько баллов набрали вы. Я думаю, что если мы все решим в этом признаться, то будет не так уж и страшно, даже прикольно об этом поговорить. Об этом же прикольно поговорить, да? Мне было прикольно. Если вы хотите, чтобы я записала видео на какую-нибудь подобную тематику, или вообще любое видео, пишите в комментариях свои идеи и предложения, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!